Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, известной как полудоллар Коннектикут. Исторический центр монеты – легенда о дубе Хартии. Орел не летит и не атакует. Он стоит спокойно и устойчиво, как сторожевой символ. Дорогие друзья, вновь приветствуем вас на канале «Заметки нумизмата». Мы продолжаем рассказ о ранних юбилейных полудолларах США. Сегодня речь пойдет о памятной монете номиналом 50 центов, известной как полудоллар Коннектикут 1935 года. Это один из самых узнаваемых и художественно сильных выпусков классической серии. Монета была выпущена в 1935 году и посвящена 300-летию основания колонии Коннектикут. Дата 1835 на монете отсылает к раннему английскому заселению региона и формированию одной из важнейших колоний Новой Англии. Этот выпуск связан не с конкретной битвой и не с юбилеем города, а с более широким событием – возникновением колониального Коннектикута, который позднее стал одним из первоначальных штатов США. Исторический центр монеты – легенда о дубе Хартии, знаменитом дереве в Хартфорде. Согласно традиции, в 1662 году король Карл II даровал Коннектикуту хартию, закрепляющую важнейшие права колонии и значительную степень самоуправления. Позднее, в 1687 году, король Яков II попытался усилить контроль над колониями. Его представитель, сэр Эдмунд Энсельдрос, прибыл в Хартфорд и потребовал передать хартию. По легенде, во время напряженной встречи свечи внезапно погасли, и документ исчез со стола. Считается, что хартию спрятали в дупло большого дуба на земле семьи Уиллис. С тех пор дерево стало известно как дуб Хартии. Даже если воспринимать эту идею как легенду, ее значение велико. Для Коннектикута дуб стал символом самоуправления, местных свобод и сопротивления внешнему давлению. Именно этот образ оказался в центре памятной монеты. На одной стороне изображен массивный дуб с широко раскинутыми ветвями. Крона занимает почти все поле монеты, а листья и ветви переданы не натуралистически, а декоративно и выразительно. Это не просто дерево, а эмблема устойчивости, памяти и права на самоуправление. Именно поэтому Коннектикуту так легко запоминается даже тем коллекционерам, которые хуже различают менее выразительные выпуски 1930-х годов. Дизайн выполнил Генри Крейс. Его подход заметно отличается от многих памятных монет того времени. Он не перегружает композицию персонажами, зданиями и длинными пояснениями, а выбирает два сильных символа – дуб Хартии и орла. Один образ говорит о местной истории Коннектикута, второй – о государственности и федеральной символике США. Вместе они создают удачный баланс между региональной памятью и общенациональной идеей. Есть важная деталь. Разные источники по-разному называют стороны этой монеты. Монетный двор США описывает сторону с орлом как аверс, а сторону с дубом как реверс. В коллекционерской традиции главной стороной часто считают именно дуб Хартии. Сторона с дубом несет надписи «In God we trust», «Liberty the Churched Oak», «Connecticut» и даты 1635-1935. Композиция построена так, что дерево становится главным героем. Оно выглядит не как декоративная деталь, а как самостоятельный памятник колониальной истории. Другая сторона показывает белоголового орла со сложенными крыльями, стоящего на скалистом выступе. Вокруг орла расположены 13 звезд, напоминание о первоначальных 13 штатах. Орел не летит и не атакует. Он стоит спокойно и устойчиво, как сторожевой символ государства. Контраст двух сторон делает монету особенно интересной. Дуб – это местная легенда Коннектикута, связанная с правами колонии. Орел – символ Соединенных Штатов. Вместе они показывают, что региональная память не противостоит американской идентичности, а становится ее частью.
Монета была утверждена федеральным законом 73-446. Максимально разрешенный выпуск составил 25 тысяч экземпляров для продажи публике. Фактически отчеканили 25 018 монет, потому что 18 дополнительных экземпляров предназначались для пробирной комиссии. Все монеты были изготовлены на монетном дворе к Филадельфии, без знака монетного двора. Это делает Коннектикут проще для коллекционирования, чем трехмонетные выпуски 1936 года, например, Колумбия или Род-Айленд. В отличие от некоторых других памятных выпусков, эта монета продавалась хорошо. Из 25 тысяч экземпляров, предназначенных для публики, ни один не был возвращен на монетный двор для переплавки. Сильный рисунок мог монете сохранить популярность и позднее. Рисунок не требует сложной расшифровки. Дуб Хартии сам говорит о свободе, сохранении прав и памяти колонии. Поэтому монета работает сразу, на нескольких уровнях, как региональный юбилейный выпуск, как символическая история штата и как самостоятельный художественный объект. С точки зрения сохранности у этой монеты есть своя особенность. Многие экземпляры дошли до наших дней без следов обращения, потому что изначально продавались коллекционерам и как памятные сувениры. Но действительно, качественные монеты требуют внимательного выбора. Главная проблемная зона – широкая плоская область крыла орла. Именно там часто заметны контактные следы, мелкие потертости, тонкие линии или признаки неидеального хранения. При покупке важно смотреть не только на цифру оценки сохранности, но и на поверхность крыла орла, чистоту полей, характер блеска и общую свежесть монеты. Экземпляр с формально высокой оценкой может выглядеть слабее, если крыло сильно отмечено или поверхность кажется уставшей. На уровне 65 по международной шкале Коннектикут встречается достаточно часто, по меркам серии. Уровень 66 уже заметно сложнее и требует большего внимания к поверхности. Экземпляры уровня 67 и выше считаются редкими и интересными для сильных коллекций. На рынке Half Коннектикут обычно воспринимается как не самая редкая, но стабильно востребованная монета. Для начинающего коллекционера это хороший способ добавить в собрание действительно красивый ранний памятный полудоллар. Для опытного задача найти экземпляр с чистым крылом орла, живым блеском и сильной визуальной привлекательностью. Интересно, что к тому же юбилею в 1935 году была выпущена почтовая марка номиналом 3 цента с изображением дуба Хартии. Это показывает, насколько значимым был этот образ для всей юбилейной программы. Если сравнивать этот выпуск с другими ранними памятными монетами, он выгодно отличается ясностью идеи. Некоторые монеты требуют длинного исторического пояснения, а здесь все читается сразу. Дерево, легенда, хартия, свобода, орел и 13 звезд. Полудоллар Коннектикут – монета, в которой историческая легенда и художественная форма удивительно хорошо совпали. Дуб Хартии стал не иллюстрацией, а центральным образом, вокруг которого строится смысл всего выпуска. Сегодня этот полудоллар остается одним из любимых выпусков среди коллекционеров ранних памятных монет США. Для канала «Заметки нумизмата» эта монета особенно интересна тем, что показывает ранние юбилейные полудоллары в США. Это не только даты, тиражи и оценки сохранности. Это еще и язык символов. В данном случае один дуб рассказывает о самоуправлении, колониальной истории, памяти штата и о том, почему нумизматика иногда оказывается гораздо глубже, чем просто коллекционирование красивых монет. Дорогие мои, на этом позвольте с вами попрощаться. Желаю вам всего самого доброго. Смотрите нас. Увидимся.